Один из героических эпизодов, немногих за время набега хана Батыя, уничтожившего русские княжества, это оборона маленького городка Козельска. Этот город был небольшим удельным пунктом Черниговского княжества, где монголы оказались уже уходя на юг после удачного рейда на север, разорив множество городов и еще раз разбив сборное войско из остатков русских дружин на реке Сидь. 12-летний князь города Василий был, скорее всего, внуком князя Мстислава, убитого в битве на Калке, все тем же Субадеем, который встал у стен города. Едва ли монголы планировали осаду города. Такие городишки сдавались сами, впечатленные скачущими мимо ордами, много более многолюдными, чем число самих жителей в округе. Тем более войско вел сам хан Батый, непобедимый и ведущий свои лучшие силы. Тем страннее ему было слышать от жителей на предложение открыть ворота и добровольно сдаться, что жители лучше умрут за молодого князя и себя, нежели сдадутся. И вот тут первая нестыковка с фильмом. В нем жители города ведут себя так, как будто не пылает вокруг земля соседей, будто не полны беглецами их села и не говорят они об ужасах монголов. Идет обычная жизнь, однако жители реального Козельска не сомневались, что сдача ничуть судьбу их не улучшит, зато лишит славы. 7 недель войска Батыя держали осаду, и только подход других орд, Кадана и Бури, переломил ситуацию. Камнеметами они проломили стену и устремились в город. Однако при полном удивлении хана жители отбивались с такой яростью, что монголы отступили, понеся большие потери. А затем горожане внезапно сделали рейд в лобовую атаку на монголов, переломали штурмовые механизмы, перебили несколько тысяч монголов, сражаясь буквально сапожными ножами, и сами полегли все. Второй штурм отбивать было уже некому. Монголы ворвались и очистили город от всего живого, по приказу оскорбленного хана. Князь пропал без вести, город разорили и сожгли, но урок всем прочим. Большие и укрепленные Рязань или Владимир продержались 5 дней, а маленький Козельск целых 2 месяца. Дольше него сражался лишь белокаменный Киев. Собственно, это почти все достоверное, что известно о событиях в Козельске. А что мы видим в фильме? Стандартный, лубочный древнерусский город из современного российского кино, с одеждой героев смеси из разных эпох. Что ж, для красивой картинки допустим, но где 2 реки, в излучине которых город на холме? Именно их разлив под самые стены города мог задержать монголов на 2 месяца в осаде. Далее девушка Весняна в исполнении дочери министра Мантурова лихо доказывает дружиннику Лютобору, что феминистическая повестка актуальна была и тогда. Вымышленное псевдославянское имя девушки, совершенно не соответствующий женской роли и род занятий, а возрасту незамужнее и бездетное положение. Орудует она мечом-пальмой из арсенала сибирских аборигенов, что маловероятно в широтах Козельска. Мягко говоря, образ странный и недостоверный. Однако и Лютобор носит вымышленное псевдославянское имя, которое еще возможно у западных славян, но никак не на Черниговщине. Хотя имя это часто встречается в разных кинематографических поделках исторического толка, что мешало назвать их, например, Вышеслав и Лада, по крайней мере историческими именами. Загадка. И вообще имя Лютобор я впервые услышал только в песнях языческой блэк-металлической группы Темнозорь. Не менее забавно то, что события происходят зимой. На реке стоит лед и вообще суровая природа вокруг. Но осада длилась с марта по май, что в условиях мягкого климата региона бурная и теплая весна, распутица и грязь, бескормица лошадям. Именно такой период помешал монголам взять венгерский Секеш-Фехвар. Образ бывшего монгольского раба и бывшего русского воина Раджи – 2 руки. Тотально кинематографическая подделка. Рабов монголы любили, но тех, кого можно продать или использовать, то есть детей и женщин. Мужчины, тем более воины, нещадно убивались. Да избежать в монгольских племен в Каракаруме или в степях современного Казахстана было крайне маловероятно. Рабов специально калечили, да и вокруг хватало людей, кто найдет бежавшего за милость такого великого человека, как Субадей. Верно показан сам город, на равнине, с прямым и широким мостом в крепость. На деле Козельск стоял на высоком холме, что резко усложняло его осаду монгольскому войску, даже с применением техники.
Именно такие города и не смогли взять монголы в западных княжествах – Кременец, Данилов и Холм. Построенные по западным образцам каменные крепости на высотах. Камнемет не умеет бить вверх, а по траектории сила ядра сильно слабеет и каменной стене не страшна. Что касается костюмов, то относительно правдиво по монголам. Хотя и есть вопросы с разнообразием их причесок. Подростковые две косы носят успешный и немолодой уже Тамача. Длинные и распущенные волосы Супадея не характерны для очень пожилого человека. А вот Бату носит какой-то ирокез, немного напоминающий прически монгольских воинов. Но известно, что Бату был бородат, у него были красные пятна на лице. И он был довольно грамотным утонченным человеком, поэтому едва ли бы носил прическу простого воина. У русских солянка из эпох, времен и традиций. Я увидел височные кольца балтов, прически под машинку, свастические орнаменты, опять же, скорее балтской культуры. Но поразило другое. А где конница? Монголы практически не воевали пешими. Имели по несколько лошадей с собой и резервные табуны. В общем-то и княжеская дружина была конной и вооруженной весьма хорошо. В фильме же мы видим пешие поединки. Без строя, без шлемов у главных героев часто. И где тут лавинные стрелы от монгольских всадников? Где богатуры в тяжелых доспехах? Где русская княжеская дружина также в плотном конном строе и пешие воины с копьями стеной? Это просто какой-то чудовищный ляп сценария и консультантов по истории фильма. Если такие, конечно, были вообще. Безусловно, понятно, откуда взялся мотив массового вовлечения монахов в битву, чего исторически не встречалось до Куликового поля. Да и монголы чрезвычайно тесно и выгодно с церковью контактировали. Аналогичный призыв разбойников постоять за город и князя, при том, что с огромной вероятностью они по милости этого же князя или его отца оказались на большой дороге. А зная, что битва неравная, именно разбойники бы и имели все шансы уцелеть, затаившись в лесах. К этому и момент не раскрытый фильм, что на помощь городу прийти было бы просто некому. Разрушены все крупные города, население переделано на треть, а мужское наполовину, кругом руины и пепел. Совершенно не показан, хотя и упомянут сюжет об использовании хашара. Вообще, лично меня терзают тут смутные сомнения. Эту тему я поднял много лет назад, одним из первых, тогда еще в канале на Яндекс.Дзен. И умышленно не рассказал о том, что хашар не монгольский, а арабский термин, означающий совместную работу на помощь кому-либо. Субботник. И в фильме именно в ключе угона на убой, под стены перед назначением хашара, что, например, в Средней Азии монголы создали хашар и жителей Хаджента, чтобы они таскали камни под стены осажденного города, пока насыпь не сравняется с высотой башен. Осажденные стреляли по своим, но их пригнали вдвое больше, чем самих воинов-монголов, и скоро насыпь позволила монголам идти на штурм без взятия стен, как по дороге. Так вот, скорее всего, хашар использовался и в Козельске для обнесения города стеной самими монголами. Глупость на первый взгляд, но за своей стеной монголы прятали камнеметы и били из-за них, оставаясь невидимыми для горожан. Впрочем, и гнать крестьянских родственников горожан на стену вместо себя тоже вполне в традициях монгольской войны. Они сражаются, конечно, очень плохо, но отвлекают на себя внимание, заставляют тратить силы и мучаются выбором защитником города. Что касается нравов эпохи, то судьба Весняна в плену была типовой. Сначала на развлечение хану или полководцу, а затем, если нельзя продать в рабство, ее отдают всем желающим воинам, коих может быть многие сотни. Выживание после такого означало еще и частую беременность, что в случае сохранения жизни женщины, скорее всего, закончится убийством плода или младенца, что немного поясняет, почему так мало монгольских гаплотипов среди славян. Хитрость и внутренние дрязги кочевников. Безусловно, в фильме об этом есть моменты, как и такая же типовая разрозненность, склонность к предательству соседей у славян. Сюжет же слаб и прямолинеен. Никаких интриг, роста персонажей, конфликта. Есть очень ходульные и предсказуемые клише. О невесте токаря и кузнеца, которые не могут поделить. Кунака с прошлого, поставленный перед выбором. Вечно страдающий, вечно в меньшинстве и обессиленный русский народ, такой же вечно условный многочисленный враг с Востока. Особенно смешны патетические гротескные моменты коллективных молений в решающие часы. Совершенно неуместное пение, вышедшей без брони на амбразуру дочери министра, что намекает на то, под кого писали сценарный шедевр, и уровень их вкусов. Такое же клише и абсолютное зло Орды, с монгольским, а не тюркским лицом. А ведь в реальности к Козельску подошли бы и силы других русских княжеств, завоеванных монголами, и переговорщики-предатели,
на кресте клянущиеся, что монголы не тронут тех, кто сдастся. Такое было многократно. И китайские инженеры, строящие машины, в фильме же названные чего-то арабскими. И, мягко говоря, взаимную неприязнь Бату, Субэдэя, Бури и Кадана. Вообще мало показан момент, как унижен был Бату, над которым долго потешались и конкуренты за власть, и даже сам соратник Бури, говоривший, как смеет раньше всех пить чару Бату. Следовало бы притоптать ступней эту бородатую бабу, которая лезет равняться с нами. В целом фильм оказался довольно слабым. Даже Калаврат, и не претендовавший на историчность, более динамичный и интересный. Со злым городом вышло и скучнее, и нелогичнее, и неисторично. Даже при том, что о событии известно буквально несколько строк. Скорее всего, в реальности дело обстояло так. Бату двигался не с армией, а с тыловыми частями, обозом, гаремом, казной и гвардией защиты Кешиктен. Для охраны этого хватит, но для приступа с наскока оказалось мало. Поэтому он решил не терять лучших воинов из свиты, а дождался прихода более приземленных частей армии, которые быстро покончили с сопротивлением. Ну а фильм дополняет обильную коллекцию проходных, мимолетных поделок, смотреть которые дважды едва ли захочется. Согласны с этим мнением? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.